Привет, друзья мои. Я вынужден начать опять с этого фейкового вброса по Суркову. Немножко. Скажу просто, услышал одного політолога. І у мене інша версія, що, наприклад, деякі наші, колишні мої колеги, які поїхали до Росії в 2014 році, і стиль дуже нагадує. Вони можуть писати такі документи. Это украинский политолог Фисенко рассказывает о том, кто мог написать эти документы. Документы рассказывают, что это бывшие наши, которые уехали в Москву в 2014 году. А потом... Наші... Моє припущення, я нікого не звинувачу, але там Корнілов, Ростислав Іщенко, який на Табаченка працював, і таке інше. Там згадується Шарій. Одна шайка-лейка. Що, знаєте, вони, свої Чаленко. Чаленко теж, Друзья мои, если кто-то может достучаться до этого политолога, просто я буду сейчас интеллигентен, корректен, потому что на самом деле это уже не в первый раз он делает такого рода заявления. Может быть, кто-то сможет ему объяснить, что в 2014 году я не бежал ни в какую Россию, я в 2014 году уже 2 года жил в Европе. Я живу в Европе, у меня никаких связей с Россией нет, там одна шайка-лейка, окей. Я не езжу в Россию, я не общаюсь с нашими, которые туда уехали. И судя по тому, сколько раз этот политолог упоминает Россию в своих россказнях на украинских телеканалах, так это у него какая-то неразделенная любовь, может быть, с Россией, не твоя, ты бесишься. Я не знаю, из-за чего это, и не буду делать даже никаких выводов. Просто объясните ему кто-нибудь, чтобы он наконец-то уже это понял. И если его выпады в мою сторону замешаны на том, что я неоднократно ловил его на откровенных манипуляциях, откровенных фейках, то это просто некрасиво, неинтеллигентно. Если он строит из себя дурака, то у него получается. Там не только Шарий был упомянут, одна шайка-лейка, там много кто был упомянут. И это пиарит Антон Геращенко, и там упомянут Шарий. Кому же это выгодно? Боже, или не позорился бы, я не знаю. Пожалуйста. А теперь акция у нідерландського посольства. Не топтати європейські плани українців закликають під посольством Королівства Нідерландів. На вході до амбасади активісти намалювали мапу України. Вона має нагадувати голландцям про їхнє рішення щодо майбутньої асоціації. Когда я услышал об этом, я не поверил своим ушам и глазам своим. Не поверил, когда увидел. Я подумал, что опять... То есть в свое время я говорил, не едьте в Нидерланды, не катайтесь вы на велосипедах, не кричите вы «Слава Украине!» с утра под окнами обычных голландцев. Пожалуйста, потому что плохо закончится. Так они о вас вообще забудут и не придут на референдум, и все будет йоу. Но меня не послушали, поехали, целый десант высадили, ходили, кричали, в общем, обматывались флагами и получили то, что должны были получить. Здесь же они рисуют флаг на асфальте прямо. На асфальте нарисовали флаг. Все, не топчите Украину. Об этом рассказывают в СМИ как о чем-то хорошем. Своєю акцією українська молодь закликає голландських чиновників стати 28-ю останньою країною, яка ратифікує асоціацію між Україною та ЄС. Я часто бываю в Нидерландах, я люблю Нидерланды, и я знаю просто, что надавить на голландского чиновника может разве что бетонная плита. И опять-таки, ребята, вы повторяетесь. Молодь за асоціацію з Євросоюзом. Студенти українських вишів зібралися біля посольства Нідерландів на безстрокову акцію ЄС. Протягом дня кількість учасників акції зростатиме. Вся Европа за нас, а вы. Мне понравилось, что там в акции иногда принимают участие 3 человека. Это выглядит так, знаете, сурово. Нагадаю, 6 квітня у Нідерландах відбувся референдум. Тоді 60% голландців проголосували проти ратифікації угоди. И круче всех об этой новости сообщил Укринформ. Из тех, кого я видел, потому что я не особо там рылся. Я думаю, о таком значимом пикете сообщило множество украинских СМИ. В общем, украинские студенты потребовали ратификации. Киевские студенты под посольством Нидерландов потребовали ратифицировать ассоциацию с ЕС. Потребовали. Вообще, конечно, такие акции конкретно наполнены смыслом. Я смотрю, что по акциям мы впереди планеты всей. Только недавно по поводу Путина возмущались. В Париже, в Нью-Йорке почему-то не поехали эти все активисты в Москву, к примеру, возмущаться. Я тоже, поддавшись на это все, провел свою акцию. Это моя одиночная европейская акция. Порох Мурло. Порох Мурло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, порох Мурло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Уверен, моя смысловая акция тоже много чего
принесет. Мы решили пообщаться с этими ребятами, потому что мне лично стал интересен их внутренний мир. Вот ассоциации, они опять требуют ассоциации, и вроде бы как уже прошло время после Майдана. В общем, мы решили пообщаться. Далее я воздержусь от комментариев. Слушайте. Здесь мы рисовали карту Украины. Красная на Донбассе и на Крыму. Это каждый день. 5 дней будет до пятницы. Каждый день будем рисовать вот такую карту Украины. Ну, мы собирались ее рисовать, на самом деле. К нам сегодня приходил представитель посольства, сказал, что работники посольства как бы не очень довольны и приветствуют то, что мы рисуем карту. Вот такая форма выражения нашей активности и наших требований. Вот. Просили нас не рисовать ее больше. Вот. Якобы господину послу это не понравилось. Вот. И, собственно, вот сегодня пришли бойцы Нацгвардии, представители, вон они стоят, если видите. Вот. И они, мы когда с ним подошли, переговорили, они говорят, что карту нам рисовать не дадут. Но это вызывает небольшое возмущение, что мы не можем на своей собственной территории нарисовать собственную карту собственной страны. Да. А мы собирались рисовать ее каждый день как акцию напоминания о проблеме. Я считаю, что если это не понравилось, значит это имеет какой-то смысл. Вот, то есть одна из идей была как раз взывание к совести. 28-е. Да, 27 стран-членов Евросоюза уже подписали и ратифицировали это соглашение. Остались только Нидерланды. Вот они затянули, и сейчас от них зависит будущее ассоциации. Сторонники этого референдума продвигали абсолютно неправдивые месседжи о том, что если ассоциация будет подписана, это будет означать, что украинцы смогут приезжать и забирать рабочие места у жителей Нидерландов. Это будет означать, что нидерландские войска сразу же там начнут поддерживать Украину и будут воевать на Востоке. Вот такие странные непонятные месседжи, которые выдвигались в поддержку этого референдума, привели к тому, что большинство при такой низкой явке, к сожалению, проголосовало за неподдержание референдума. Договор ассоциации включает в себя два разных документа. Один документ касается экономической части, которая позволяет существованию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Это дает нашим производителям возможность беспошлинно торговать с Европой и соответственно, наоборот. Это экономическая часть. Она лично нам она не так интересна. Нам больше интересна политическая часть, которая предусматривает большой пакет реформ, который Верховная Рада должна принять. Вообще, ассоциация нужна для того, чтобы мы сделали следующий логический шаг на пути к Евросоюзу, на пути вступления в Евросоюз. Это важно для того, чтобы мы могли перенять их нормы, их законы, их правила и интерпретировать их у себя здесь на Украине. Но мы постараемся собрать как можно больше людей. Тяжело сказать, сколько это будет, поскольку активность не очень большая. Разница, наверное, в текущей ситуации. Тогда у власти было довольно сомнительное правительство, и люди даже были решительно настроены. Уровень протестных настроений был очень большим. Легче было даже созывать молодежь, на самом деле, чем сейчас. Сейчас, в принципе, ситуация относительно стабильная, спокойная, не считая проблем на Востоке. Например, на Востоке, в принципе, в Украине все спокойно, и люди не ощущают эту тревогу, которая их бы влекла на протесты. Тарифы и зарплаты. Я вам скажу, что рост тарифов – это оправданная, вынужденная мера.
А люди готовы, люди хотят этого. Это будет как элементом воодушевления, проблеска надежды вместе с безвизовым режимом. Я сам аспирант на самом деле. То есть я уже не студент. Вот. Специальность у меня парламентаризм. Вот. С какого ресурса? Не, у нас пока там много на самом деле, я могу показать. Рюте підпиши, стань 28-м. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.